Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сейчас у меня обратный рейс авиакомпании Rusline, которая единственная летает на направлении Нижневартовск-Екатеринбург. Вылет сегодня 3 июля, воскресенье, в 16 часов. Прилет в Екатеринбург в 17:50. Время в Нижневартовске и в Екатеринбурге одно и то же. Есть основания полагать по предыдущему рейсу, что мы прилетим минут на 10-15 раньше расписания. На самом деле этот рейс летит до Томска, потом он возвращается через Нижневартовск обратно в Екатеринбург. Погода здесь в Нижневартовске все-таки оказалась хорошая. Интернет показывал плохую погоду, зря взял зонт. Сейчас пойдем, я так полагаю, в терминал 1. Изучим его, посмотрим внимательно и зарегистрируемся на рейс Руслайна. Аэропортовый комплекс состоит из терминала 1. Это внутренние авиалинии. И терминал 2. Это международные авиалинии. Там же, насколько я понял, сектор прилета. Перед терминалом стоянка. Там дальше находится остановочный комплекс на 4 маршрута. Поэтому не волнуйтесь, отсюда вы очень хорошо уедете и приедете. Из центра в аэропорт я доехал минут за 15-20. Сейчас еще подойдем, посмотрим на стеллу. Рейсов здесь немного. Во второй половине дня Екатеринбург, Сочи, Уфа, Новосибирск. И я так понимаю, что с нашим рейсом совмещен рейс ЮТР, то есть блок мест. Честно говоря, ожидал увидеть на первом этаже много большего, но кроме стоек регистрации нет. Всего их 7. Посмотрим, что будет на втором этаже. Из имеющихся сервисов на первом этаже комната матери и ребенка, камера хранения, автомат по продаже продуктов, кофемат. Кстати, ни одного банкомата не вижу. В той части находится бизнес-зал, администрация аэропорта и еще некоторые залы для официальных лиц и делегаций. Видимо, все самое основное находится на втором этаже. Сейчас зарегистрируемся и пойдем туда. Ручная кладь, багаж был у вас? Нет? Ручная кладь только. Разместите, пожалуйста. Ручная кладь. Да, друзья, все самое интересное находится на втором этаже. Так, слева направо сувенирный магазин. Как раз здесь мне нужно купить магнитик. В городе я не купил, у меня не было времени. Вверху интересная картина про аэропорт. Далее сибирские угощения, сладости. У секции номер 5 на первом этаже терминала 1 продолжается регистрация авиабилетов, оформление ручной клади и багажа на рейс 4818 авиакомпании ЮТР, 818 авиакомпании Руслайн в Екатеринбург. Здесь представительство авиакомпаний S7, Аэрофлот, Nordwind, Pegas, в том числе Руслайн.
правой части на втором этаже зал ожидания. Также карта полетов из Нижневартовска. И оттуда открывается замечательный вид на летное поле. Сейчас еще замерим скорость интернета. Здесь есть кафе-бар. И, в общем-то, на самом деле сервисов больше и нет. Мне почему-то казалось, что сервисов должно быть больше из-за того, что здания больше. Кажется, снаружи. А вот и банкоматы на втором этаже. Прибываешь в 15 часов 2 минуты. На втором этаже в общей зоне оказалось немного сервисов, 3 киоска, 2 из них с сувенирной продукцией, представительство авиакомпании, зал повышенной комфортности и кафе-бар. Обнаружились 2 проблемы. Первая проблема – плохой Wi-Fi, очень сложное подключение к нему и очень низкая скорость, фактически интернета нет. И вторая проблема – отсутствие розеток. Была одна зарядная станция, но она очень плохо работала, поэтому удалось найти одну розетку, и я вам сдаю ее место. Находится она напротив вот этой картины. После прохода контроля попадаем в чистую зону. Тут вообще ничего нет. И оказывается, вот там нужно спуститься на посадку, на 1-й этаж. Но не то чтобы здесь совсем ничего нет. Тут есть розетки и много кресел. А еще вот там можно увидеть наш самолет. На 1-м этаже, в общем-то, ничего нет, кроме кресел. Хотя вот здесь справа можно найти магазинчик сибирских продуктов. Выходов на посадку здесь 2. Посадка в автобус. Телетрапов нет.
Добрый день. Добрый день, уважаемые пассажиры. Добро пожаловать на борт самолета авиакомпании «Руслайн». Просим вас занимать места, указанные в ваших посадочных талонах. Нумерация места обозначена на багажных полках. Для вашей безопасности размещайте ручной уклад под сиденьем перевесящего кресла. Добрый день, прибывшие наши уважаемые пассажиры, говорит командир. Меня зовут Цветогалин Тимур. От имени компании «Руслайн» я и мои коллеги рядом с креслом борту регионального самолета CG-200, продолжающий рейс 818 по маршруту Нижневартовск-Екатеринбург. Расстояние между городами составляет 1150 километров. Этот путь мы пройдем с вами на высоте 9000 метров, и время пути составит 1 час и 45 минут. Сейчас в Екатеринбурге хорошая погода, температура воздуха плюс 22 градуса. Любые вопросы, которые у вас появятся по ходу рейса, вы можете адресовать нашему бортпроводнику имя Евгения. Мы закрываем двери, вскоре приступаем к запуску двигателя, поэтому успокайтесь. Желаю вам приятного полета и хорошего настроения. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, позвольте ознакомить вас с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Самолет имеет 4 аварийных выхода. 2 выхода в передней части самолета и 2 выхода на крыло. Аварийные выходы ясно обозначены световым табло «Выход Exit». Световая дорожка, расположенная в проходе между креслами, укажет направление к выходам. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из панели над вашим креслом. В этом случае немедленно потяните маску на себя, снимите защитную маску, прижмите кислородную маску к носу и рту, закрепите на голове, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте кислородной маской сначала себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения светового табло, застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с правилами использования и размещения аварийно-спасательного оборудования нам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Уважаемые пассажиры, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинку кресла в вертикальное положение, опустить подлокотники, убрать столики, открыть шторки иллюминаторов, застегнуть и туго затянуть ремни безопасности. Пока горит световое табло, застегните ремни, просим вас не использовать наушники. Благодарю за внимание. Пассажиры, мы готовы к взлету. Просим убедиться, что ваши ремни безопасности застегнуты и туго затянуты. Благодарю за внимание.
Пассажиры, присядьте, пожалуйста. Самолет сейчас на поле. Пассажиры, наш самолет приступил к снижению. Прибываем. Международный аэропорт Кольцово, города Екатеринбург. Температура воздуха в районе аэропорта плюс 23 градуса. Просим вас привести стопки кресла в вертикальное положение, опустить подлокотники, убрать столики, открыть шторки иллюминатора, застегнуть и затянуть ремни безопасности. Пока говорит цветовое табло, пристегните ремни, просим вас не использовать наушники. Благодарю за внимание. Уважаемые пассажиры, мы готовы к посадке. Просим убедиться, что ваши ремни безопасности застегнуты и туго затянуты. Благодарю за внимание.
Уважаемые пассажиры, наш самолет совершает посадку в международном аэропорту Кольцово имени горнозаводчика Кинфея Демидова, города Трудовой доблести Екатеринбург. Напоминаем, температура воздуха плюс 20 градусов. Местное время 17 часов 30 минут. Для вашей безопасности просим вас не расстегивать привязные ремни и оставаться в кресле до полной остановки самолета и отключения светового табло «Застегните ремни». К выходу вы будете приглашены. Покидая самолет, не забывайте свои вещи. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета на трап. Багаж вы получите в багажном отделении аэровокзала. Командир корабля и экипаж благодарят вас за полет самолетом авиакомпании «Руслайн». Мы желаем вам всего доброго. Надеемся вновь увидеть вас на борту наших самолетов. Температура плюс 20 градусов. Наш экипаж прощается с вами, желает вам всего самого лучшего, до новых встреч, хорошего вам вечера. Уважаемые пассажиры, приглашаем вас к выходу. Не забывайте личные вещи, документы, электронное устройство. Проверяйте карман впереди стоящего кресла. До свидания, спасибо за рейс и хорошего дня. Спасибо и вам. Друзья, снова вернулся в Екатеринбург. Здесь стало немножко прохладнее и дует ветер, поэтому сразу прошу прощения за задувание. Подвожу итоги. Аэропорт Нижневартовска очень интересен своей авиационной экспозицией, поэтому очень рекомендую выделить хотя бы полчаса на ее изучение. В целом аэропорт неплохой. Там еще бы улучшить Wi-Fi, как-то его наполнить, модернизировать, больше красок и добавить, конечно, розеток. Но единственный параметр, который я оцениваю, это открытость к съемкам и клиентоориентированность. Вот за это я ставлю твердую 5, даже с плюсом. Это один из самых клиентоориентированных аэропортов в России, где я был. Поэтому рекомендую его. Аэропорт открытый, душевный, клиентоориентированный.
Авиакомпания Rusline тоже замечательная, тоже мы видели очень интересные съемки. Ставлю 5 и тоже с плюсом, тоже очень приятно иметь дело с этой авиакомпанией. И аэропорт Кольцово тоже великолепно, замечательно, красивые виды, 5 ставлю, и тоже еще маленький плюсик. А на этом все, не знаю, когда дальше полечу, куда полечу, но в любом случае, чтобы не пропустить не только обзоры перелетов, но и спецвыпуски, нужно обязательно подписаться под этим видео на обновления и на уведомления. Желаю вам хорошей погоды, отличных выходных. Встретимся на моем канале в других обзорах. Всем счастливо!